Водосточка для частного дома. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Различные виды водосточных систем – это современные варианты отведения всех видов влаги с кровли. От грамотной установки и эксплуатации водостока во многом будет зависеть срок беспроблемной службы крыши. Поэтому кровельные работы нельзя считать полностью законченными до окончания монтажа системы водостока. Данный процесс вполне реально осуществить собственными силами, таким образом сэкономив деньги и получив полезные навыки. Для каждого частного дома или коттеджа водосточную систему подбирают в индивидуальном порядке. Очень важно, чтобы элементы водостока не выбивались из общей концепции строения, и вся конструкция выглядела гармонично. В состав водосточной конструкции внутренней или внешней обычно входит стандартный набор элементов – водосточных желобах, трубах, водоприемных воронках, элементах крепления, кронштейнах, хомутах и так далее. Для производства желобов применяют как металл, так и пластик. И их форма может быть различной – трапециевидной, полукруглой, прямоугольной. Наиболее популярными и востребованными сейчас являются разновидности полукруглых желобов. С внутренней стороны такие изделия оснащены ребром жесткости. За счет этого массы воды, попавшие внутрь водостока, крайне редко переливаются через его край. В настоящее время самый распространенный вариант устройства водосточной системы – применение современной конструкции из ПВХ. Такие водостоки не подвержены процессу ржавления, что особенно актуально для ряда регионов России. Процесс сборки и транспортировки этих конструкций не представляет никаких проблем. Еще два плюса водостоков из пластика. Они очень устойчивы к механическим повреждениям и отличаются высоким уровнем гибкости. Кроме того, такие водосточные системы не боятся ультрафиолетовых лучей. Главных минусов у пластикового варианта водостоков, пожалуй, два. Они подвержены линейным расширениям и не отличаются устойчивостью к резким температурным перепадам. Поэтому большинство специалистов не рекомендуют применять данный вариант в регионах, где превалирует резко континентальный климат. Следующий вариант водосточных систем – металлический, как правило, стальные. Надо сразу отметить, что такие водосточные системы подвержены коррозийным процессам и плохо переносят воздействие влаги в принципе. Еще один недостаток конструкции этого типа – они плохо приспособлены к зимним холодам и могут просто лопаться. Недостаточно высокий показатель тепловой расширяемости металла. Единственный серьезный плюс данного варианта – невысокая цена стальных водостоков. Современной альтернативой традиционным металлическим водостокам является конструкция из металла с пластиковым покрытием. Их производят из листовой оцинкованной стали с последующим нанесением покрытия из пластиковой основы. Благодаря данному покрытию конструкция полностью защищена от ультрафиолета и коррозии, что естественно влияет на эксплуатационные сроки. Водостоки такого типа способны выдерживать самые серьезные нагрузки и переносить значительные перепады температур. Отметим сразу, что крепеж водостоков осуществляется как на стены, так и на стропильные конструкции крыш. В процессе установки водосточной системы помните о том, что необходимо обеспечить небольшой наклон – порядка 50 мм на каждые 10 метров желоба. Такой наклон позволяет увеличить скорость спуска воды и не дает ей переливаться через края. Если строение имеет длину более 20 метров, рекомендуем устроить два наклона. Отсчет углов при этом следует начинать от середины здания и вести к краям. Итак, перейдем к непосредственному процессу монтажа. В первую очередь установим с помощью саморезов кронштейны, которые должны располагаться на стенке с интервалом в 50 см. В случае, если длина кронштейнов избыточна, их следует подогнуть. Если длина изделия недостаточная, следует произвести их крепеж вдоль вертикальной стороны обрешетки. Варианты на стропила, на кровельные доски, на лобовую доску. Теперь пропиливаем, используя ножовку, необходимое количество отверстий в желобах. Через такие отверстия массы воды уходят в воронку. Диаметр отверстий должен быть меньше ее диаметра. В противном случае водяной поток будет течь мимо воронки. Закрепляем воронки, подгоняя фальц под желоб с одной стороны, а со второй загибаем фиксаторы. Пришло время надеть желоб на кронштейны с внешних сторон пазов и произвести их крепеж с помощью фиксаторов. Заглушки должны быть оснащены резиновыми уплотнителями. Только в этом случае возможно добиться максимальной фиксации. Если такие уплотнители отсутствуют, рекомендуем произвести их укладку самостоятельно. Прокладки должны располагаться по дугам заглушек, ребристыми сторонами вверх. Теперь настала очередь заглушек. Осуществляем их крепеж путем легкого поочередного постукивания по каждой из них, пока они не сойдут в пазы полностью.
Следующий шаг – соединение желобов друг с другом посредством специальных соединительных деталей. На стыках должны располагаться соединители, которые обеспечивают сцепление желобов при помощи замка. Во время данной процедуры необходимо, чтобы конструкция не провисала. Это будет зависеть в первую очередь от качества соединения кронштейнов и желобов. Далее переходим к нижней части конструкции. Необходимо произвести стыковку колена, стока и воронки. Это необходимо для дальнейшего крепежа труб посредством хомутов максимально близко к стене. Теперь надо произвести вставку еще одного колена, которое должно быть направлено концом к земле. Впоследствии на нем будет крепиться труба. Если стену и установленные колена по-прежнему отделяет серьезное расстояние, придется сделать вставку еще одной небольшой соединительной трубы. Следующий шаг – производим крепеж трубы в колене при помощи хомутов. Если труба недостаточно высокая, проблему можно решить путем соединения двух труб. Если мы имеем дело с монтажом водостока на кирпичную стену, хомуты должны быть оснащены специальными штырями. Для крепежа хомутов используются дуги, на концах которых закручиваются болты. Заключительное действие – присоединяем к концу желоба слив. Внешним видом он напоминает колено. Ну что ж, установка водосточной системы закончена. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.